Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала! Я рада вас приветствовать. В этом видео я покажу вам, как связать такой красивый плед геометрия. Свой плед я буду вязать из пряжи бренда Yarn Art, который называется Jeans. Здесь получается 55% хлопка и 45% полиакрила. Рекомендованные крючок и спицы 3,5, от 3,5 до 4. Также спицы от 3 до 4. У меня крючок номер 3, то есть такое плотное будет вязание. Итак, я беру темно-зеленый цвет и набираю 3 воздушные петли. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И замыкаем эти петелечки в кольцо соединительным столбиком. Вот так. В это кольцо мы должны провязать основание для нашего бабушкиного квадрата. Набираем 2 воздушные петли, вяжем 2 столбика с накидом в это кольцо. 1, 2. Воздушные петли подъема считается как столбик с накидом. Значит, 3 получилось. 3 воздушные петли, извините. Эти воздушные петли будут формировать нам угол нашего квадрата бабушкиного. Опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Опять 3 воздушные петли. Вот один уголок мы сформировали. Таких уголков нам нужно сделать 4. 3 воздушные петли. 3 воздушные петли. Опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот уже 2 уголка мы сформировали. Набираем опять 3 воздушные петли для третьего уголка и вяжем последнюю сторону 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. И формируем последний 4-й уголок. Во вторую петлю подъема соединительный столбик, вводим крючок и протягиваем. Вот основание для нашего бабушкиного квадрата, для нашего пледа заложено. Теперь нам нужно соединительными столбиками переместиться в начало следующей арки. За одну петелечку за заднюю стенку 1 соединительный столбик и за вторую стеночку 2 соединительный столбик. Все, мы переместились в арку. Набираем 2 воздушные петли. Это будет считаться как столбик с накидом. Вяжем 2 столбика с накидом. Опять формирую угол. Так, 2 столбика и набор петель это как 3. Теперь 3 воздушные петли. Опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот мы сформировали второй ряд и такой уголочек нашего бабушкиного квадрата. То есть в каждую арку, вот в эту мы должны провязать 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом. А между ними, то есть вот здесь, 1 воздушная петля. 1 воздушная петля. И проделаем этот элемент еще раз. 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли и 3 столбика с накидом. Так. Сейчас мы быстренько это провяжем. 1, 2, 3 воздушные петли. Опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Так, провязали 3 столбика с накидом. Смотрите, мы сформировали уже 2 уголка. Формируем 3 и 4. Между ними 1 воздушная петля. Сформировала 4-й уголок и 1 воздушную петлю набираем и соединительный столбик во вторую петелечку подъема. Так, вот мы провязали 2 ряда нашего бабушкиного квадрата. Опять на 2 петелечки перемещаемся в следующую арку, то есть у нас получается начало ряда с арки, да? Пока мы вяжем первый бабушкин квадрат. Опять 2 воздушные петли подъема и 2 столбика с накидом. То есть то же самое. Арки дальше у нас все 6 рядов будут повторяться. 3 столбика, 3 воздушные петли, 3 столбика, 3 воздушные петли.
и опять 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Ну а теперь смотрите, так как у нас квадрат увеличивается, у нас получилась в середине арка. В эту арку мы делаем одну воздушную петлю, и в эту арку, то есть между вот этими столбиками, этими веерками, да, мы вяжем также 3 столбика с накидом в эту арку. Накид, в арку вводим крючок и вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Провязали. Одну воздушную петлю набираем, чтобы вернуться к уголку. То есть с этой стороны сейчас будет уголок. То есть все вяжем симметрично. И опять в арку формируем уголок. Набираем, вяжем 3 столбика с накидом. 2, 3. Опять 3 воздушные петли. И 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Все, одна сторона квадрата, третий ряд у нас сформирован. Сформировали уголочек, 1 воздушная петля, 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля и опять уголочек. И так повторяем все 4 стороны. Заканчиваем третий ряд, 1 воздушная петля и соединительный столбик в вершину второй петелечки подъема. Все, смотрите, мы провязали 3 ряда. Таким способом нам нужно провязать 6 рядов. Сейчас мы опять перемещаемся на середину арки, формируем угол. Потом, смотрите, у нас уже 2 арочки по 1 воздушной петле. Сюда мы вяжем по 3 столбика с накидом. Давайте покажу, да, сейчас мы перемещаемся опять. В общем, нам таких нужно провязать 6 рядов. 2 воздушные петли подъема, формируем угол. Вяжем 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. Сформировали уголочек, 1 воздушная петля и теперь арочки. Теперь у нас их будет 2. В следующем ряду будет 3. То есть в 4 у нас получается ряду 2, в 5 3, а в 6 будет 4 арки. Вот таким способом провязываем 6 рядов бабушкиного квадрата. Последний 6-й ряд, 1 воздушная петля и соединительный столбик в вершину петель подъема. Вот смотрите, я связала квадрат из 6 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов бабушкиного квадрата. Ниточку обрезаю. Сейчас у меня идет смена нити. Эту нить я обрезаю. Кончики потом я все буду заправлять, когда свяжу, уже готовый будет у меня квадрат, потом буду заправлять. Следующая нить у меня идет вот такого цвета. Даже не знаю, как травянисто-желтый какой-то он. Накидываю нить на палец. И в любом месте, так как у нас начиналось с арочки мы и начнем. Как бы это вязание, да? Сейчас мы крючком поддеваем нить, далее я вяжу двойной нитью, также набираем 3 воздушные петли, то есть одну петлю как бы закрепить, чтобы нить, и теперь 2 воздушные петли подъема, чтобы у нас был как столбик с накидом. Затягиваю хорошо, вот так. Сейчас в эту же арку вяжу 2 столбика, так, 2 столбика с накидом. Вяжем с лицевой стороны. Вот, провязала 2 столбика с накидом, между ними будет 1 воздушная петля, и сейчас мне нужно провязать одну сторону до конца. По 3 столбика с накидом в каждую арку провязываем до конца. Довязала до конца одной стороны, вот она у меня арочка, в эту арочку я вяжу 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И теперь я не продолжаю по кругу, а делаю 4 воздушные петли подъема, поворачиваю вязание и в эту арку опять вяжу 3 столбика с накидом. То есть сейчас нам нужно провязать 6 рядов туда-обратно, вывязываем столбики с накидом, да, тройные такие веерки в нашу арку.
То есть теперь мы будем вязать только туда и обратно, просто чередуя нити по 6 рядов. Но только не забывайте вот здесь делать 4 воздушные петли, а в третьем ряду вы свяжете, как в эту арку, тоже 3 столбика с накидом. В четвертом у вас будет опять арка. Сейчас вот смотрите, в конце ряда у нас получится, вы свяжете здесь 3 воздушные петли. Давайте дойдем до этого, да, я покажу, как закончить такой четный ряд. Вяжем до конца ряда. Сейчас покажу, как его закончить. Я провязала 3 столбика с накидом в последнюю арку. Теперь делаем одну воздушную петлю и 1 столбик с накидом вот сюда, в самую первую петелечку предыдущих столбиков. 1 столбик с накидом. Вот так. И смотрите, у вас получилась такая арочка, как и с этой стороны. Теперь 3 воздушные петли. То есть в ряд, когда у вас арка, то есть в четных рядах мы набираем 4 воздушные петли, а в нечетных 3 воздушные петли, поворачиваем вязание. Эти воздушные петли, как всегда, у нас являются столбиками с накидом. Сюда вяжем 2 столбика, потому что это начало ряда, да? Вот так. И за счет воздушных петель получается как будто 3. Опять 1 воздушная петля и пошли в каждую арку вязать такие же веерки. Провязываем 6 рядов. 1, 2, вот сейчас мы уже третий, провязываем 6 рядов таким способом. Все, я провязала 6 рядов. Смотрите, как получилось. Вытягиваю ниточку и обрезаю. Сейчас ввожу новый цвет. Далее вязание у нас будет как бы вокруг вот этого основного квадрата. То есть я поворачиваю по часовой стрелке. Получается вот так, располагаю вязание. Теперь в эту арочку, в начало этой арки, захватываю рабочую нить, ввожу крючок, захватываю рабочую нить и также сразу петелечку двойной нитью делаю. И теперь 2 еще набираю подъема. Также двойной нитью. Так. Все эти кончики потом у нас обрежутся, удалятся. 2 столбика с накидом. И все то же самое мы с вами будем делать. То есть просто у нас будет увеличиваться количество вот таких веерков в ряду. То есть сейчас смотрите, чтобы это обязательно было с лицевой стороны. Да, смотрите, не с изнаночной вяжите. Первый ряд, самое главное. И теперь в каждую арку, то есть вот в эту. И дальше пошли уже до конца ряда. Провязываем такие по 3 столбика, такие веерки по 3 столбика с накидом в каждую арку. И тем самым наш квадрат для пледа расширяется. Я чередую цвета, вы можете не чередовать, вязать каким-то одним цветом. Это, смотрите, как бы вообще можно каждый ряд вязать разными цветами. Здесь каждый как хочет, так и творит, да. Это ваша фантазия, ваш вкус, как вам нравится, так и вяжите. То же самое нам нужно провязать 6 рядов туда и обратно. Не забывайте, что в конце первого ряда мы вяжем 3 столбика с накидом в арку, потом набираем 4 воздушные петли и поворачиваем вязание и вяжем второй ряд. Итак, 6 рядов. Провязываем. Я связала третьим цветом. Смотрите, как уже вырисовывается. Сейчас будет у меня 4-й цвет, вот такой. Потом будет вот такой 5-й цвет. После него будет вот такой. И по кругу, и потом опять повторится у меня вот этот цвет. То есть чередования вот такие примерно будут. Смотрите, что дальше. Дальше нам надо, чтобы у нас получилось 13 смены нити. То есть это 1-я, 2-я, 3-я, сейчас будет 4-я, потом 5-я, потом 6-я, потом 7-я, да. И когда у вас будет большой квадрат, и вы свяжете 13 как бы секций, да, наш квадрат будет закончен. То есть по этому же принципу мы сейчас свяжем с вами. Здесь вот также 6 набираем. Потом здесь 6, но уже будут 2 полосы. То есть здесь сейчас будет таким цветом полоса. Давайте, у меня один готовый есть. Сейчас я вам покажу, как готовый должен выглядеть. Как готовый должен выглядеть. Вот так. Смотрите.
Вот такой, он даже мне в обзор не помещается. То есть вот такой квадрат, вот так, сейчас немножко отодвину камеру. Вот такой квадрат должен у вас большой получиться. У меня 8 таких квадратов. Каждый квадрат я начинала центр с разных цветов и потом чередовала. То есть написала свою схему, какой цвет должен следовать за каким. То есть, например, вот предыдущий квадрат, да, мы начали вот с такого темно-зеленого цвета, потом такой пошел, такой, как бы по кругу. 13 секций. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и последний 13 цвет. Закончить квадрат вы должны таким же цветом, как у вас был центр. Потом мы этот квадрат обвяжем по кругу темным и начнем их сшивать. В общем, вяжем квадрат из 13 секций. Все, я связала квадрат из 13 секций. Мой квадрат готов. Мне осталось только его обвязать. Обвязывать все свои квадраты я буду таким черным, даже сказать, графитовым, да, цветом. По такому же принципу, то есть таким же узором, как мы и вязали. Сейчас начать можно с любого места. Я покажу здесь вот, чтобы показать вам, как обвязать угол. А узор у нас будет такой же, как мы вязали 3 столбика с накидом в каждую арку. То есть в первую арочку, в любую попавшуюся, я ввожу крючок, захватываю рабочую нить, которую вы будете обвязывать. Одну воздушную, вторую воздушную петлю делаю двойной нитью, даже можно 3 сделать. Большой кончик у меня остался. Вот так. Одновременно мы ее заправили. Теперь 2 столбика вяжем в арку. В арку. 1 воздушная петля. Переходим к следующей арке. Также 3 столбика с накидом. Так. 3 столбика с накидом в эту же арку. И вот у нас угловая арка. Сюда мы должны провязать 2 таких веерка, 2 галочки, да, то есть такой же угол мы сформируем, как формировали в самом первом квадрате в бабушкином. То есть в угол мы провязываем 2 таких элемента, а между ними будет 3 воздушные петли. Провязываем 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот так мы сформировали с вами угол нашего квадрата. И обвязываем по кругу опять 1 воздушная петля. И дальше пошли обвязывать по кругу весь наш большой квадрат. Все квадраты у меня готовы. Теперь нам нужно их правильно шить. У меня размер пледа будет квадраты 2 на 4. То есть 2 я выкладываю по горизонтали и 4 по вертикали. Сшиваем наши квадраты. Сшивать мы будем по очереди. Я сложила 2 квадрата. И теперь крючком и основной темной нитью я буду сшивать. Начинаем соединять. Здесь нам нужно хорошо совместить углы. То есть в центр арочки в углах вводим крючок. Я буду соединять за заднюю стенку. Такой способ я показывала недавно на своем канале. Сейчас мы закрепим ниточку. Так. И 1 воздушную петлю сделаю двойной нитью, чтобы закрепить. Вот. И продолжаем дальше вязание. Только за заднюю стенку. Ввожу крючок. Я буду вязать в каждую петелечку, то есть ввожу крючок сверху петли. Так. Здесь у меня просто так неправильно немножко. Просто здесь заправляла ниточку, и косичка не очень ровная. Провязываю через все. Опять в следующую петлю. Следующую. Провязываю через все петелечки. 3 петли, которые у меня есть на крючке. Ввожу заднюю стенку следующей петли и заднюю стенку с левой стороны. И протягиваю через все петельки. Итак, нам нужно соединить все
квадраты, большие наши мотивы между собой. Все, я полностью сшила все детали своего пледа плоским швом. Шов такой, как я уже сказала, представлен. Это видео урок на моем канале. Теперь весь свой плед по кругу, точно так же, как мы черной пряжей обвязывали каждый квадрат, по кругу нам весь плед нужно обвязать также. У меня получается по моим размерам 6 рядов, а вы уж сами меряете, какой вам нужен размер. Я буду вязать 6 рядов по кругу весь плед, чередуя свою пряжу. Сейчас у меня будет вот первый ряд таким салатовым цветом. Каждый ряд я буду чередовать пряжу. И последний, шестой, у меня будет темный. Обвязываю плед по кругу. Вот такой прекрасный, яркий, играющий плед у меня получился. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!